Испокон веков на Руси очень любили и ценили грибы. И в наше время блюда, приготовленные из этих лесных гостей, всегда занимают почетное место на любом праздничном столе. Однако из года в год сотни любителей тихой охоты попадают в больницы с диагнозом отравления грибами. Этот выпуск поделится с нами грибными секретами, которые помогут уберечь здоровье и оказать первую помощь в случае отравления грибами. Здравствуйте, мои хорошие! Грибы можно по праву назвать одними из самых таинственных обитателей нашей планеты. По способу питания их нельзя однозначно отнести ни к царству растений, ни к царству животных. А химический состав большинства грибов напоминает смесь овощей и мяса. Что там говорить, при ближайшем рассмотрении можно заметить, что грибы содержат все наиболее важные вещества, которые необходимы для работы человеческого организма. Возможно, по этой причине в народе грибы еще носят название лесное мясо или лесной хлеб. Но наряду с множеством плюсов у грибов присутствует и один большой минус. Отравление грибами является одной из самых опасных форм небактериальных пищевых отравлений, нередко без оказания своевременной медицинской помощи, приводящей к летальному исходу. А всему виной токсические вещества, содержащиеся в грибах, которых насчитывается порядка 10 групп. Страшно подумать, но более чем из 3000 видов шляпочных грибов, известных науке, в пищу можно употреблять не более 400. И то при условии соблюдения всех правил хранения и предварительной обработки. Отравление грибами может происходить по целому ряду причин. Грибы банально несъедобны. Грибы выросли в потенциально опасных местах, возле шоссе, свалок, химических предприятий. Грибы неправильно хранились или неправильно готовились. А также опасно употребление некоторых грибов, например, навозника, с алкоголем. Отравлению грибами, в зависимости от токсина, его спровоцировавшего, присущ целый ряд характерных симптомов. Боли в животе, сильная слабость, повышенная потливость, тошнота, рвота, понос, головные боли, галлюцинации и так далее. Однако самым ярким признаком грибного отравления, отличающего его от других пищевых поражений, является отсутствие повышенной температуры. Рассматривать симптомы, вызванные отравлениями 10 видами групп токсинов, достаточно долго и сложно. Поэтому давайте воспользуемся более простой классификацией, где все отравления грибами разделены на 4 основные группы. К первой группе здесь относят отравление бледной поганкой и другими близкими к ней видами грибов. Бледная поганка – это тихий и коварный убийца. До 95% отравлений бледной поганкой заканчивается смертельным исходом. До момента полного созревания этого гриба и раскрытия шляпки зонтика его легко можно принять за сыроежку, рядовку или даже шампиньон. Присутствующий в бледной поганке яд очень устойчив и не разрушается при длительном температурном и химическом воздействии. По этой причине любой способ кулинарной обработки не поможет сделать гриб безопасным к употреблению в пищу. А летальная доза токсина, составляющая порядка 30 грамм, содержится всего лишь в 1/3 гриба. С момента попадания гриба в пищеварительную систему до появления первых симптомов отравления проходит от 6 до 24 часов. На фоне нормального самочувствия симптомы начинают развиваться бурно и лавинообразно. В результате поражения токсином пищеварительного тракта появляется сильная неукротимая рвота и понос, иногда с примесью крови. Наступает обезвоживание организма. Больной ощущает сильную жажду, слабость, возникают судороги, особенно в икроножных мышцах. На 2-3 сутки понос и рвота становятся реже. В это время яд проникает в печень и почки, вызывая токсическое поражение этих жизненно важных органов. Прекращается мочеотделение, а кожные покровы приобретают желтушный оттенок. Если в этот период экстренно не начать медикаментозного лечения, то отравившегося бледной поганкой уже нельзя будет спасти. Человек вскоре впадает в кому и погибает. Ко второй группе отравлений грибами относят отравление мухоморами.
Всем еще со школьной скамьи известен этот гриб с красноватой в белую крапинку шапочкой. Но некоторые его виды, например, пантерный, по форме и окраске очень напоминают шампиньон. Ядовитые вещества, содержащиеся в этих грибах, частично разрушаются в процессе термической обработки, но этого недостаточно, чтобы обезопасить человека. Попав в организм, токсины мухоморов оказывают поражающее воздействие на печень, почки, сердечную мышцу и головной мозг. Буквально уже через 30 минут, а максимум 6 часов, появляются первые признаки отравления. Тошнота, рвота, боли в области живота, водянистый понос, обильное потоотделение, иногда слюнотечение. Не заставляют себя долго ждать и признаки поражения центральной нервной системы, головокружение, спутанность сознания и галлюцинации. В тяжелых случаях человек теряет сознание и впадает в кому. В 2-3% случаев в отсутствии своевременно оказанной медицинской помощи через 6-12 часов наступает смерть. В третью группу отравлений попали сморчки и строчки. Данный вид грибов относят к условно съедобным. Токсин, содержащийся в них, разрушается при сушке или термической обработке, но плохо проваренные грибы или их бульон вызывают достаточно серьезные поражения почек, печени и провоцируют разрушение красных кровяных телец, эритроцитов. Первые признаки отравления появляются спустя 6-10 часов. Со стороны желудочно-кишечного тракта наблюдаются тошнота, рвота, понос и сильные боли в животе. Одновременно появляется сильная головная боль. В случае тяжелого течения на вторые сутки печень увеличивается в размерах, кожные покровы желтеют, появляются боли в области почек, а моча приобретает красный оттенок. На 3-4 день болезни отравившийся погибает от сердечно-сосудистой недостаточности. И, наконец, 4-я группа – это отравление грибами, которые содержат жгучий млечный сок. Ложные опята, свинушки, волнушки, сыроежки. Примерно через 1-6 часов после употребления плохо приготовленных грибов пострадавший начинает ощущать нарастающую слабость. Общая картина отравления очень похожа на сильное желудочно-кишечное расстройство. Боли в области живота, тошнота, переходящая в рвоту, понос. Спустя 2 суток симптомы постепенно начинают спадать, и на 3-й день наступает полное выздоровление. В случае, если вы или кто-то из ваших близких после употребления в пищу грибов почувствовал недомогание и появились первые признаки отравления, не мешкая вызывайте скорую медицинскую помощь, а в ожидании доктора проведите ряд мероприятий по оказанию первой помощи. Откройте настежь окна, обеспечив беспрерывный приток свежего воздуха. Если человек находится в сознании, для того, чтобы очистить пищеварительную систему от остатков токсинов, промойте ему желудок. Для этого пострадавший должен выпить 5-6 стаканов чистой воды и затем искусственно вызвать рвоту. После чего внутрь для связывания ядов следует принять размельченный активированный уголь, разбавленный водой, из расчета 1-2 таблетки на 1 кг веса. Дайте пострадавшему слабительное или поставьте клизму, а после чего уложите в постель и положите к ногам теплую грелку, чтобы уменьшить риск нарушения кровообращения. До прибытия врача категорически запрещается есть, употреблять спиртное, которое может усилить действие ядов, и принимать какие-либо медицинские препараты, кроме сердечных, в случае появления острых болей в области груди. Обязательно сохраните остатки несъеденных грибов, так как они помогут поставить точный диагноз и назначить адекватное лечение. А постарайтесь как можно подробнее рассказать прибывшей медицинской бригаде о том, где вы собирали грибы и как их готовили. В зависимости от тяжести отравления врачом будет принято решение о госпитализации. А теперь давайте поговорим о профилактике отравления и основных заблуждениях, связанных с грибами. Никогда не трогайте руками и тем более не собирайте незнакомые грибы, они могут быть ядовитыми. А бывалые грибники советуют вовсе отказаться от сбора любых грибов, которые можно перепутать с бледной поганкой, даже сыроежек и волнушек.
Если вы собрались на тихую охоту, обходите стороной автомобильные трассы, производственные предприятия и другие экологически неблагоприятные места. Грибы, растущие здесь, впитывают в себя максимум канцерогенных веществ и могут вызвать необычайно тяжелые отравления. Не собирайте старые грибы с размягченной шляпкой, а даже съедобный гриб, начавший гнить, таит в себе серьезную опасность. Забудьте о мифе, что если гриб поел червяк, значит он не ядовитый. Насекомые питаются как съедобными, так и ядовитыми грибами. Не держите собранные грибы без обработки дольше суток и при температуре выше 10 градусов по Цельсию. Тщательно очистите грибы перед приготовлением. Не забывайте, что в остатках земли может притаиться такая опасность, как токсин ботулизма. В течение варки несколько раз меняйте воду, так как, например, для расщепления токсинов все в тех же сморчках минимальное время варки в кипящей воде должно быть не менее 20 минут. А после отваривания тщательно отожмите остатки воды из грибов, еще раз промойте и только после этого приступайте к их обжариванию. Еще один миф касается проверки ядовитости грибов в процессе варки почернением серебряной ложки или потемнением луковицы. Данную реакцию могут вызвать аминокислоты и ферменты, содержащиеся как в ядовитых, так и в съедобных грибах. А засушенные грибы могут использоваться в пищу без вреда для здоровья только в течение первых 2-3 недель после сушки. Ни в коем случае не покупайте на рынках уже готовые консервированные грибы, так как кроме честного слова продавца нет никакой гарантии их безопасности. И, конечно, не храните долго консервированные грибы. Максимальный срок годности такого продукта не более 8 месяцев. Соблюдая эти нехитрые правила, вы сможете без вреда для здоровья украсить свой обеденный стол вкусными и питательными лесными грибочками. Не болейте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на наши паблики ВКонтакте и в Одноклассниках. Здоровья вам!